Джон Рокфеллер сказал: «Я готов отчитаться за каждый заработанный миллион, кроме первого. А ты готов?» Да, готов. Меня зовут Федор, мне 39 лет, мой капитал $50 миллионов. Любой предприниматель – это либо барыга, либо жулик. Федюш, не надо, ты разоришься. Я обманул банк. Ну, наконец, найди нормальную работу, как все люди. Предприниматель часто действует вопреки. Однажды нам в пиццерию подбросили наркотики. Бизнес – это в какой-то степени война. У меня парализовало половину лица. 1,5–2 миллиона долларов. Я действительно стал обеспеченным человеком. Сколько стоит одежда, которая сейчас на вас? Я думаю, что вот эта толстовка, это сейчас All Saints. Стоит она, ну, там, не знаю, кажется, 5–6, может, меньше. Джинсы какие-то простые, типа а-ля там Hollister или что-то такое, American Eagle. Думаю, стоят где-то 4–5 тысяч рублей. Ботинки Red Wings, не подороже, что-то типа за 20 тысяч стоят, но они очень качественные. Футболка из Uniqlo. Часики Apple Watch, я думаю, 1030, если не ошибаюсь. Самая дорогая вещь, которой вы владеете, это... У меня нет машины, у меня нет пока купленного дома, я арендую жилье в Москве. Честно говоря, я не люблю роскошь, я люблю качественные вещи, но саму по себе роскошь как философию не люблю, потому что ты становишься зависимым от вещей. Я люблю гаджеты, я люблю хорошую технику Apple. Не знаю, мне кажется, самая дорогая вещь в моем гардеробе – это костюм, который я пошил недавно на заказ, первый раз. И, наверное, куртка, 1080 она рублей стоит, или 100 тысяч. Но это альпинистская куртка, которая супер качественная. Если меня когда-нибудь засыпет лавиной, мое тело можно будет найти, там есть датчик даже. Первая серьезная прибыль. Когда и как это было? Первые реально большие деньги кэшем я заработал достаточно недавно. Все это время я растил компанию, растил бизнес. Бизнес был убыточным, я привлекал инвестиции. Я не мог сам зарабатывать много, если я привлекаю инвестиции. Вот через 7,5 лет после начала этого бизнеса компания стала прибыльной. И когда уже компания была прибыльной, я продал небольшую часть компании. В деньгах 1,5–2 миллиона долларов. То есть это первые серьезные деньги кэшем, которые я получил. Я почувствовал, что я действительно стал обеспеченным человеком. Почему люди считают, что большие деньги невозможно заработать честно? Это, в принципе, устоявшееся такое стереотипное мнение, что любой предприниматель – это либо барыга, либо жулик. Как правило, такое отношение к предпринимателям, оно у более старшего поколения, которые прошли через разные периоды, через сложные 90-е годы, когда действительно много было сделано в бизнесе, наверное, не так справедливо, как могло быть. И пока, наверное, не поменяется поколение, оно меняется. Вот полностью наверное, это не изменить. Что касается моего бизнеса, он всегда был, так случилось, открыт. Я решил сделать из бизнеса реалити-шоу и рассказывать обо всех доходах, расходах. Это, возможно, создавало какие-то сложности бизнесу, но давало огромные преимущества. Сложность была в том, что я должен был постоянно говорить, как я зарабатываю деньги. И вообще, в принципе, бизнес, который сейчас наш, с выручкой всей сети, 27 миллиардов в год и управляющий нашей компанией в более 2 миллиардов, он создан с нуля. Это сложно, может быть, в России поверить, но когда я открывал первую пиццерию 10 лет назад в Сыктывкаре, в подвале, у меня не то, что не было денег, у меня были долги, и я снял 300 тысяч рублей с потребительской кредитной карты. И это были те деньги, которые я лично вложил в бизнес. Все это началось фактически даже с минуса. Делали ли вы ради денег вещи, за которые должно быть стыдно? Честно, совершенно искренне, наверное, таких вещей я сейчас не вспомню. Я целенаправленно пошел в розничный бизнес, когда ты работаешь не с государством, не с крупными компаниями, а с миллионами, с тысячами обычных клиентов, для того, чтобы не зависеть от решений каких-то людей конкретных, чтобы строить систему.
Я хотел построить как раз такой системный бизнес, который бы зависел только от моих умений, стараний. В принципе, у меня, наверное, и не вставал никогда такой выбор, что сделать что-то, что у меня потом будет вопрос морали. Откуда вы взяли деньги на свой первый бизнес? Наверное, это ответ на нарушение правил. Вопрос в том, что какие ты правила готов нарушить. Я обманул банк. Ну, возможно, это звучит очень громко, но я попытался взять кредит на открытие бизнеса в 2006 году в разных банках. И заложить мне было нечего, и все банки мне отказали. Тогда я пошел в Сбербанк и сказал, что я хочу взять кредит на ремонт квартиры. У меня была зарплата, как у менеджера, мне дали кредит на ремонт квартиры, и я на эти деньги открыл книжный магазин. Конечно же, я все деньги вернул банку, но фактически я нецелевым образом потратил кредит. Плохо это было или хорошо? Кто-то скажет, что это было плохо. Но если бы я это не сделал, я бы не запустил бизнес. То есть предприниматель часто действует вопреки. Если бы мы не нарушали правила, если бы люди не нарушали правила, то не было бы прогресса. Чем занимаются ваши родители? Мои родители были журналистами, но мама в начале 90-х стала заниматься бизнесом. Она основала рекламное агентство. После университета, работая в Академии наук, я начал подрабатывать в ее рекламном агентстве. И, собственно, там я впервые соприкоснулся с миром бизнеса. Потом ушел из науки и занялся маркетингом. Потом какое-то время даже работал у мамы в бизнесе, и это мне очень много дало. Почему не взяли деньги у родителей, а пошли в банк? Мне кажется, что, опять же, занятие бизнесом равно деньги – это тоже один из российских стереотипов. Это был небольшой бизнес совершенно. То есть мы долгое время, когда этот бизнес существовал, жили просто как совершенно обычные люди, нам экономили деньги. Меня никто не считал в семье бизнесменом. Когда я пришел к маме и сказал: «Мам, я буду открывать собственный бизнес», она мне сказала, что: «Федюш, не надо, ты разоришься. Ты же справку не можешь получить в поликлинике, а тут бизнес. Бизнес же это надо договариваться, это все сложно». Но, то есть родители не поверили, что я смогу заниматься бизнесом. Я открыл бизнес фактически вопреки. То есть никто не знал, я взял кредит. Я пригласил их на открытие магазина, когда уже первый мой бизнес, это книжный магазин, когда он уже работал. Я вышел с долгами из этого бизнеса. И мама мне сказала тогда: «Федь, ну, наконец, найди нормальную работу, как все люди. То есть вот ты 4 года работал с утра до поздней ночи, без выходных, и что ты заработал? Может, ты устроишься на нормальную работу?» После этого я сказал: «Мам, я уже понял, что я не смогу быть счастливым человеком, если не буду заниматься собственным бизнесом». Бизнес – это всегда нервы и стресс? Или как-то можно выдерживать баланс? Когда я начинал бизнес, я действительно, и это черта очень многих предпринимателей, для меня вообще в принципе не существовало слова work-life balance. Я его сейчас не люблю, потому что для меня нет границы между работой и жизнью, потому что работа – это такая же жизнь. Но я работал очень много, и я выжигал себя, я был всегда максималистом, наверное, сейчас остаюсь максималистом, но я стал мудрее. Однажды у меня произошло серьезное такое, не знаю, там, осознание, переключение, когда я забыл дочку свою забрать из школы. Когда я приехал, она сидела маленькая, и я видел, что она плакала. И вот это, конечно, у меня, я настолько почувствовал, что все, надо все переосмыслить. И второй момент был, когда у меня парализовало половину лица. То есть это был очень сложный момент в моем первом книжном бизнесе. Я вообще не жалел себя, то есть там с утра до вечера. И однажды я проснулся и понял, что не могу улыбаться. У меня пол лица не работает. Просто у меня какие-то там нервы отказали. И после этого я начал меняться, то есть и эти изменения происходят до сих пор. Это не говорит о том, что я также хочу ставить большие цели, но я хочу получать в этом пути радость. Я понимаю, чтобы идти на длинную дистанцию, нужно получать удовольствие от пути, от процесса получать удовольствие. В пути есть награда, как говорил Джобс. У вас не раз случались проблемы в бизнесе. Какую ситуацию вы считаете самой жесткой?
У нас была неприятная ситуация с тем, что однажды нам в пиццерию фактически подбросили наркотики и пытались как-то таким образом дестабилизировать ситуацию в компании. Я предполагаю так, что короче говоря, некоторые люди хотели стать инвесторами компании. Я отказал, и мне просто решили сделать, может быть, не отобрать компанию, но просто немножко сделать неприятно. Но, опять же, наша открытость, поддержка, открытость в социальных сетях, она позволила очень быстро этой ситуацией справиться. Нас фактически это оберегло, потому что все темные силы, они боятся чего? Они боятся открытости и света. Как вы относитесь к конкурентам, которые играют нечестно? Смотрите, бизнес – это и создание, и созидание, это и в какой-то степени война. Но все-таки бизнес, он строится на каком-то экономическом базисе. Если ты тратишь свою креативную энергию на то, чтобы воевать с конкурентами, а не работать для клиентов, ты все равно в долгосрочной перспективе проиграешь. Мы думаем не о конкурентах, а о клиентах. Второе, то, что самый главный конкурент – это мы сами. То есть, если мы будем хорошо работать, то мы создадим такой крепкий бизнес, что нам не нужно бегать и смотреть, портить жизнь конкурентам. Сколько зарабатывают сотрудники ваших пиццерий? Давайте ответим на вопрос, что такое зарабатывать много или мало. На уровне рынка общественного питания массового у нас конкурентные заработные платы. То есть иначе бы мы не смогли привлекать людей. Если ты строишь долгосрочный устойчивый бизнес, тебе не интересно, чтобы люди приходили и уходили, то есть выжимать из людей, потому что это недолгосрочно. Но есть бизнес, который зажат. С одной стороны, есть доходы населения, платежеспособность, есть расходы в виде аренды, себестоимости ингредиентов в нашем бизнесе. И мы зажаты, то есть есть стоимость денег. Это как закон сохранения энергии, она ниоткуда не берется просто так и никуда просто так не уходит. То есть если ты платишь выше рынка, ты должен ту премию за качественных людей, которые ты платишь, где-то взять. А где ты ее возьмешь? Ты возьмешь ее у клиента. Либо ты уменьшишь свою прибыль. Если ты уменьшишь свою прибыль, это не вопрос жадности предпринимателя, вопрос стоимости денег всегда. То есть предприниматель – это не капиталист, который имеет какую-то сверхприбыль, не работает, только приезжает и забирает вечером кэш и думает, как бы меньше платить. А предприниматель – это который берет на себя ответственность, чтобы вообще это бизнес существовал в принципе. Можете вспомнить какой-то обман или подставу, которую до сих пор не можете забыть или простить? Я вообще человек совершенно не злопамятный. Я недавно себя поймал на мысли, что у нас была ситуация, что из компании ушел сотрудник и открыл пиццерию. То есть он знал, как мы работаем, он обладал информацией, ноу-хау. И сейчас у нас десятилетие компании, я хотел его пригласить, а потом мне кто-то говорит: Федор, а ты забыл, что он конкурирующую пиццерию открыл? Какой пример подошел? Я говорю: а я прям это забыл. Так вот, я считаю, что не помнить вот эти вещи, это правильно, это хорошо, потому что доверие выгоднее, чем недоверие. Недавно я с коллегами обсуждал такую тему, что когда сотрудники моей компании в начале существования Дода уходили из компании, я считал их предателями. Я мог обижаться на людей из компании, кто общался с теми, кто ушел. Я поменялся. Я понимаю, что бизнес – это не семья. Для меня бизнес – это не семья, это команда. То есть каждый может, если он захочет, уйти, если у него что-то поменялось. Я стараюсь создать в бизнесе такую культуру, атмосферу и такие отношения, что быть честным со мной выгодней долгосрочно, чем обманывать. То есть человек понимает, что если он со мной может всегда строить партнерские честные отношения, если он захочет уйти, я это приму, но он всегда сохранит со мной какие-то контакты и в будущем может построить какой-то бизнес, от этого выгоды гораздо больше, чем что-то обмануть и получить в моменте. Что вас отличает от тех, у кого не получился бизнес? Мышление очень важно, да, то есть нужно не искать причины,
вовне. То есть очень много я видел предпринимателей, которые говорили, у нас не та страна, у нас, не знаю, не то время, конкуренты какие-то не те, там, что-то еще не то. И я понимаю, что эти люди, они, скорее всего, не добьются успеха в бизнесе. Но если человек говорит, что он ищет в себе, я вот здесь неправильно сделал, вот здесь я научусь, то этот человек все равно добьется успеха. Вопрос времени. Что вы считаете главной целью бизнеса? Есть такой замечательный предприниматель японский, Канасуки Мацусита, и он говорит о том, что вообще задача бизнеса – развивать общество. Я когда вообще познакомился с бизнесом, я был таких немного левых даже взглядов, да, я, значит, в университете, там, в школе интересовался левым анархизмом, допустим, да. А потом, когда занимаюсь бизнесом, я понял, насколько эффективна эта капиталистическая система, потому что она похожа на природу. Вот эта постоянная конкуренция большого количества, значит, участника, когда создаются какие-то системы каким-то естественным образом. В природе существуют и паразиты, которые вроде как бы не нужны, но если их убрать, экосистема перестанет работать. На самом деле нужны хедж-фонды, которые спекулируют, они создают ликвидность. Даже предприниматель, который открывает из-за своих каких-то, ну, эгоистических побуждений, там, маленький бизнес везде автомойки, он уже развивает общество. Потому что он создает добавочную стоимость, он развивает, создает, он сам того не подозревая, участвует в этом огромном роевом течении, да, вот, рождающихся бизнесов, которые создают прогресс. Зачем вам деньги? Смотрите, давайте разделим. Есть деньги, капитал. Капитал – это инструмент. Капитал я никогда не потрогаю, потому что капитал – это возможность сделать что-то большое. То есть там предприниматель уровня Игоря Рыбакова может построить завод. Что взять и построить. Это как художник, только он рисует, художник на холсте, а предприниматель может взять и что-то создать. И вот чем у тебя больше капитал, тем больше ты можешь создать. А деньги, которые ты можешь тратить, это совершенно другая история. Это вообще разные вещи. То есть капитал как инструмент влияния и деньги, которые ты можешь потратить. Мне гораздо интереснее создавать, потому что это удовольствие ни с чем не сравнимое.